парит, как орел, но по земле он скачет, как эта птица. Ну надо же, британец Эдди Эдвардс, Эдди Орел Эдвардс просто на седьмом небе от счастья. Зрители здесь в Калгари без сомнения полюбили Эдди Орла. Да, он очень забавный. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Эдди Орел 2016 года, Эдди Игл, полубиографической спортивной драмы режиссера Декстера Флетчера с Тероном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях. Премьера состоялась 26 января 2016 года на кинофестивале Sundance. Фильм был удостоен премии Heather Film 2016 года в категории Truly Moving Picture Award. В основе сюжета фильма «Эдди Орел» лежит неожиданно очаровательная история совершенно неопытного лыжника из Великобритании, который, будучи участником Олимпийских игр в Калгари в 1988 году, не завоевал ни одной медали, но смог покорить сердца людей, наблюдавших за ним. Эдди Орел Эдвардс – живое доказательство тому, что стать национальным героем можно, даже заняв последнее место на Олимпийских играх. О, он заслужил право находиться здесь. Как бы вы к нему ни относились, нельзя не восхищаться силой его духа и настойчивостью. Основатель олимпийского движения Барон де Кубертен говорил: самое важное в Олимпийских играх не победа, а участие. Это не триумф, а борьба. Фильм «Эдди Орел», актеры и роли. Терон Эджертон, Эдди Орел Эдвардс, прыгун с трамплина. Хью Джекман, Бронсон Пири, тренер Эдвардса, давно оставивший большой спорт. Ирис Берберн, Петра, хозяйка кафе. Джо Хартли, Джанет, мать Эдди. Кит Аллен, Терри, отец Эдди. Эдвин Эндре, Матти Ньюкинен, летающий финн, лучший прыгун с трамплина. Тим Маккинерни, Дастин Таргет, представитель Олимпийского комитета Великобритании. Джим Бродбент, комментатор BBC. Руне Тенте, Бьорн, норвежский тренер. Кристофер Уокен, Уоррен Шарп, бывший тренер Бронсона Пири. Я и ты как час и 11 часов. Мы с тобой ближе друг к другу, чем к остальным. Победа, поражение – это не важно. Это все для мелких людишек. Такие, как мы, прыгают для того, чтобы дать свободу душе. Мы прыгуны, у которых есть шанс войти в историю, если мы не сделаем все, когда весь мир смотрит на нас. Это убьет нас изнутри. В интервью BBC 6 июня 2015 года сам знаменитый спортсмен Эдди Эдвардс заявил, что сюжет фильма будет выдуман на 90%. Меня предупредили, что всего 10-15% фильма «Эдди Орел» будет основано на реальных событиях моей жизни. В одном из интервью исполнитель главной роли в фильме «Эдди Орел» Терон Эджертон признался, что благоговел от Хью Джекмана. «Да вы посмотрите на его руки, у него банка как моя голова», — восхищался Тарон. На роль Эдди Эдвардса претендовали Стив Куган и Руперт Грин. Нильс Веттери, сын олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина 1992 года Эрста Веттери, он выступал за Австрию, снялся в фильме «Эдди Орел» эпизодической роли, сыграв прыгуна на лыжах с трамплина. А в кино «Эдди Орел» показано, что Эдди тренировался в Германии, однако прыжкам с трамплина он научился в Лейк-Плейсиде, США. Сколько тебе? 22. Ты знаешь, в Норвегии мы начинаем тренироваться в 6 лет. В 6 лет. В 6 лет. Или раньше. Ты немного опоздал, мистер британец. Композитор Мэдью Марджерсон, автор музыки к фильму «Кингсман. Секретная служба», написал заглавную тему к «Эдди Орлу» 2016 года, а Гэри Барлоу курировал работу над саундтреком. Терон Эджертон и Хью Джекман в «Эдди Орле» исполнили песню «Thrill Me». Главное, чем необычный атлет Эдди Орел Эдвардс запомнился миру. Важное участие, а не победа, усилия, прилагаемые на пути к мечте, а не медаль. Созданные для фильма «Эдди Орел» музыкальные композиции Мэтью Марджерсона идеально копируют атмосферу 80-х годов, а сама история периодически напоминает комедию об бобслеистах Ямайки «Крутые виражи» 1993 года, в основу которой также легли события зимней Олимпиады 1988 года. Терону Эджертону смена образа после шпионской комедии «Кингсман. Секретная служба» 2015 года удалась на все 100. В фильме «Эдди Орел» 2016 года он носит странные очки с толстыми линзами, часто морщит лицо и как будто страдает от легкой формы паралича. Вылезай из фургона! Живо! Я буду очень аккуратно с ним обращаться. Целую! Я не шучу! А ну! Эй! Сейчас же вернись! Чертов жулик! Ты знала об этом! И тебе не понравится, что я сделала с нашими деньгами. Эй! В жизни реального Эдди Орла было так.
Он все делал в одиночку, изредка пользуясь советами иностранных профессионалов, которые помогали чудаку из жалости или искренне надеялись на его успех. Однако создатели фильма биографии внесли свои коррективы, создали спортивную сказку об Эдди Орле, сделав ее более доброй и менее трагичной. Этому способствовало решение сценаристов ввести в историю экранный тандем. Как зрителю, так и сюжету был просто необходим Бронсон Пири, бывший американский прыгун с трамплина, который запивает горькие мысли об уничтоженной спортивной карьере алкоголем. Бронсона Пири воплотил Хью Джекман в Эдди Орле. Невзирая на то, что этот персонаж выдуман, его присутствие в фильме оправдано, ведь история одиночного восхождения Эдди Орла на Олимп славы была бы намного безнадежнее и сопровождалась бы чувством горького одиночества, не будь в ней хоть одного человека, поверившего в молодого спортсмена. Парадокс в том, что ты одновременно тянешься вверх и клонишься вниз. Это противоестественно, поскольку ты взлетаешь вниз, так? Тело должно идти вперед, чтобы получить подъем, как крылу птицы. Кино «Эдди Орел». Сюжет. Майкл Эдвардс, Террен Эджертон, с детства мечтает об олимпийской славе, раз за разом пробуя себя в различных видах спорта, но всюду терпит сокрушительные неудачи. В результате он останавливается на лыжном спорте, избрав для себя стезю прыжков с трамплина, дисциплину в соревнованиях по которой Великобритания не участвовала в течение 60 лет. Даже для профессионального спортсмена такая ответственность стала бы большой нагрузкой, что уж говорить о любителе. Однако герой не так прост. Он проходит через недоверие чиновников и насмешки представителей других команд, не всегда с честью, но всегда с определенными для себя выводами. Алкоголик Бронсон Пири Хью Джекман, работающий на ратраке, бывший американский прыгун с трамплина, оставивший спорт после конфликта со своим тренером Уорреном Шарпом, Кристофер Уокен. Призывает Эдди сдаться, но сильный дух Эдди и высокомерное отношение других спортсменов убеждает Бронсона заняться обучением Эдди. Каждый удар судьбы делает его сильнее, каждое разочарование лишь подкрепляет его веру в свои возможности, и в результате Эдвард совершает невозможное. Эдди Орел установил рекорд Великобритании, даже не будучи профессиональным спортсменом. Его триумф покоряет публику, и средства массовой информации называют его Эдди Орел. Несмотря на то, что Эдвард занимает последнее место, ему аплодируют зрители и миллионы людей во всем мире. Эдди Орел сумел доказать не только себе, но и всему миру. Если ты действительно чего-то очень хочешь, у тебя все получится, лишь приложи достаточные усилия. Какая у тебя любимая актриса? Честно? Да. Бодерек. Бодерек? Ясно. Хорошо. Отныне каждый прыжок ты должен совершать так, словно ты занимаешься любовью с прекрасной Бодерек. Ясно? Да. Дерек! Да. Ясно. Значит, сейчас я еду вниз? Да. Ясно. Фильм «Эдди Орел» 2016 года не отличается достоверностью показанных событий, но от этого он не стал хуже, ведь важно в этой истории только то, с каким упорством человек может идти к своей цели, не оборачиваясь назад и не жалея себя. Ведь намного более существенным, чем конечный результат, выступление Эдди было то, что он совершил полет храбрости и стал быстрее, выше, сильнее себя вчерашнего. В фильме «Эдди Орел» Хью Джекман и Эджертон оказывается неплохим комедийным дуэтом, и бывший Росомаха наслаждается возможностью зажечь публику как пьяный мастер, а не как суровый супергерой. «Эдди Орел» можно рекомендовать широкому кругу зрителей, в том числе и для семейного просмотра. Мотивационная составляющая в ней продиктована самой жизнью. Герой идет к своей цели с упорством и надеждой на лучшее. «Эдди Орел» не просто комедийная драма про спорт, но фильм, который трогает душу, заставляет верить в себя и мечтать. Штампы фильма поданы с таким напором, что они пробивают свой зрительский цинизм и развлекают, а не раздражают. Те же, у кого иммунитет к одухотворенному пафосу, могут посмотреть «Эдди Орла» просто как веселое кино о причудливом спортсмене. Так что разочарованы будут лишь те, кто терпеть не может фильмы без любовных историй. У Эдди роман с Олимпиадой, а не с девушкой. Фильм «Эдди Орел», который удивил многих и о котором не перестают говорить. Если вы его еще не видели, советую посмотреть. Невероятно увлекательная светлая история, которая призвана поведать новому поколению о герое-неудачнике, сломавшему стереотип о судьбах тех, кто идет дорогой Икара в образе Эдди Орла. Наконец-то! Я давно хотел сказать это. Итак, Орел приземлился.